Всем привет! Удивительно, что большинство продолжает цепляться за старую систему, не понимая ее истинной природы. Пока вы храните фиатные деньги, рубли, доллары, евро, вы поддерживаете коррумпированные правительства по всему миру. Эти деньги фальшивые, поэтому и доходы фальшивые, и рабочие места фальшивые, и образование фальшивое, ну и люди фальшивые. Бумажные деньги имеют серьезные последствия. И вы спрашиваете меня, не поздно ли начать приобретать настоящие деньги? Покупка биткоина за фиат подобна покупке воды за песок в пустыне. Это лучшая сделка в истории. Сатоши как Прометей. Прометей дал нам огонь, Сатоши дал нам деньги. Биткоин – это первые совершенные деньги в истории человечества. Количество людей, владеющих более чем одним биткоином, достигло своего пика. Для 99% теперь это станет недостижимой мечтой, новый уровень статуса. Но даже 1/10 или 1/100 часть битка может стать вашим ключом к финансовой свободе. То есть даже миллион сатоши, это 100 биткоина, на сегодня 100 тысяч рублей, способны обеспечить ваше будущее. Новый уровень статуса доступен каждому, кто начнет действовать. Говорят, у россиян нет денег на биткоин. Ну, конечно, на что-то стоящее никогда не хватает. На алкоголь, сигареты, мясо, которое дороже в разы гороха, всегда находится. Может, дело не в деньгах, а в приоритетах? Да даже 10 тысяч рублей, это 100 тысяч сатоши, уже будет отличным стартом. Первый шаг – это создать мягкий кошелек, он и выдаст вам ту самую seed phrase, 12 или 24 слова. Второй шаг – выбрать платформу для покупки без верификации, например, HODL. Это пиринговая платформа, то есть peer-to-peer, человек к человеку, без банков. Повторяю, что эта платформа должна быть без условия верификации, на сленге без куса. KYC, Know Your Customer, зная своего клиента, требует паспорт. Мы хотим создать новую систему, а не ответвление от старой. Кто вообще покупает биткоин с верификацией, где нужно предоставить паспорт, прописку, справку от терапевта и фото с любимой собакой? Кому вообще нужен официально зарегенный биток? Минус подхода без верификации – вся ответственность на вас. Это, конечно, катастрофа для россиян. У нас же виноват кто угодно. Санкции, погода, биржа. Но только не я сам. А тут, представьте, без техподдержки. Только ты и твои деньги. Третий шаг – найти анонимный способ оплаты. Например, у Kiwi или YouMoney. Анонимный статус, если перевод ниже 15 тысяч рублей. Поищите, что вам лучше подойдет. Я в Швеции, здесь другие платформы. Укажите этот способ оплаты на HODL или другой пиринговой системе. Четвертый шаг – создать на пиринговой площадке запрос на покупку. При этом нужно будет указать свой адрес из мягкого кошелька. Я все это подробно распишу в комменте к видео. И последний шаг – после оплаты продавец отправит биткоин на указанный вами адрес. Все достаточно просто, но в 2021 мне казалось нелегко со всеми этими адресами. Все время было ощущение, что я отправляю какому-нибудь сатоши из соседнего подъезда. В общем, уйдет пара транзакций на то, чтобы привыкнуть. Но если не разобраться в этом сейчас, то потом за вас кто-то разберется. И, как всегда, не в вашу пользу. Тут важно понять, что это не спекуляция. Спекуляция – это покупка акций и недвижимости. Что отличает биткоин от акций и недвижимости, так это то, что у него ограниченное предложение. И он имеет все характеристики первых настоящих денег. Если предельные издержки производства стремятся к нулю, что правда, и у нас есть экспоненциально растущие технологии и производительность, что тоже правда, то единственное, что сможет измерить это что-то, что имеет фиксированное количество единиц. Если измерять это существующей системой, то создается впечатление, что цена BTC растет. Но на самом деле биткоин измеряет снижение всех цен до нуля по отношению к себе. Он делает это с запаздыванием, но биткоин переписывает цены во всем мире, а не наоборот. Вы можете наблюдать это в Аргентине, там сейчас самая высокая инфляция в мире, или в Турции, турецкая лира сильно обесценилась за последние годы. Но люди так уверены в своих бумажках, что не замечают этого. Если все, что я сказала, правда, то единственное, что может остановить этот процесс, это если биткоин каким-то образом потеряет свою децентрализацию и безопасность. В противном случае все, что я писала, неизбежно. Биткоин перепишет все. Я не покупаю биткоин, чтобы заработать. Я покупаю биткоин, потому что это и есть деньги. Он никогда не исчезнет. Как только что-то открыто, это нельзя разоткрыть. Сейчас, когда вы это знаете, у вас есть три варианта. Изучить биткоин и понять, как он может быть полезен вам и человечеству. Игнорировать и работать на годы или даже десятилетия больше, чем мы, потому что не захотели признать очевидное. Предположить, что он не сработает, и критиковать технологию. И работать на годы или десятилетия дольше, чем мы, просто потому что не захотели признать очевидное. Деньги – это абстракция энергии.
Фиатные валюты позволяют небольшой группе людей красть энергию всех остальных, создавая больше энергии из ничего. Биткоин решает эту проблему, предоставляя каждому возможность хранить свое богатство без зависимости от паразитов вроде банков и правительств. Биткоин — это великая абстракция энергии, потому что его нельзя создать из ничего. Как только вы поймете, как он улучшает мир, вы начнете осознавать, что фиатные деньги — это одна из самых жестких иллюзий, в которые мы когда-либо верили. Взять ваши деньги в банке. Во-первых, они не ваши. Во-вторых, это не деньги. В-третьих, они не в банке. Объясню. Первое. Когда вы кладете деньги в банк, вы технически становитесь его кредитором. Это означает, что деньги больше не принадлежат вам напрямую. Банк имеет полный контроль над ними. Второе. Деньги на вашем счете — это просто цифровая запись в системе банка. Эта запись представляет собой обязанность банка перед вами, а не физические деньги. И третье. Банки не хранят ваши деньги в полной сумме. Они держат только небольшой резерв наличности, это называется частичное резервирование. В то время как биткоин в вашем собственном кошельке — это буквально ваш личный банк. Во-первых, доступ к нему у вас есть в любое время и в полном объеме. Во-вторых, по нескольким фундаментальным причинам биткоин — это первые настоящие деньги человечества. И в-третьих, у него высокая степень безопасности, так как он использует алгоритм хеширования SHA-256, Secure Hash Algorithm. 256 обозначает длину итогового хэша в битах. На нем основывается доказательство работы Proof of Work. Хэш является отпечатком пальца данных, и хотя квантовые компьютеры могут теоретически угрожать криптографии, SHA-256 требует слишком больших вычислительных мощностей для взлома. Несмотря на это, успех биткоина не гарантирован, но я все-таки больше уверена в том, что он будет существовать через 100 лет, чем в любом другом активе. Биткоин — это наименее спекулятивный актив в мире, если вы его понимаете и смотрите на перспективу минимум 4 года. Это единственный актив с фиксированным количеством, которое может подтвердить каждое. Предложение любого другого актива можно увеличить. Единственная спекулятивная часть биткоина — это его спрос, потому что большинство людей не понимают, как работают деньги. Никто не знает, как быстро примут биткоин, но все знают, сколько монет будет всегда. А вот сколько домов или акций будет через 100 лет, неизвестно. Исходя из этого, биткоин менее рискованный актив, чем акции и недвижимость. Это вообще не игра. Речь о том, чтобы отделить деньги от государства, пока еще не поздно. Время на отвлечение нет.